Волге. Снова приехал в то же самое место, где и был в прошлый раз. За мной Волга. В этой стороне устье Казанки, откуда я пришел. Сидят рыбаки. Сегодня будний день, не выходной. Вчера было воскресенье. Приехал сюда в понедельник. И за мной, как я сказал, Волга и остров Маркиз. Да. Именно недалеко от этого острова я рыбачил последний раз, где поймал 2 судачков. Я решил пойти в то же самое место, к той же самой ветке, где я сидел на течении. У меня была проблема с тем, что мормышки были легкие. Ну как легкие, для той глубины, для того течения, которое там, они были легкие. Я подготовился, я купил более тяжелые мормышки. Ну, я вам их покажу. И надеюсь сегодня поймать, ну, немного, но, по крайней мере, больше рыбы, чем я поймал в прошлый раз. В прошлый раз я поймал 2 судачков. Надеюсь, сегодня мне повезет, благодаря моим новым мормышкам. Они не совсем обычные, я вам их покажу, эти мормышки. И я надеюсь, что на них поймается сегодня больше, чем 2 рыбины. Иду, значит, уже давно, наверное, уже часа 1,5 иду вот с берега. Ну, там под берегом, как обычно, сидят и ловят ершей, всякую мелочевку. Я не стал подходить никому, ничего спрашивать. Сразу вот сюда иду. Время сейчас 9 часов. Думаю, чем раньше, тем лучше приду. Вот впереди остров Маркиз. Я пойду к ветке. Там, где я в прошлый раз, неделю назад, поймал 2 судачков. Дойду до ветки, расчехлю бур, достану удочки, и перед тем, как их опускать, я вам покажу те мормышки, на которые я сегодня планирую рыбачить. Это новые мормышки, я их еще не опробовал. Ну, посмотрим, как они будут вести себя в деле. В общем, сейчас до ветки дойду и продолжу. Так, ну вот, наконец я добрался до места. Ветка. Здесь остров Маркиз. Вот он рядышком. Я уже пробурил. С последнего видеоролика вы помните, что я ходил за остров Маркиз и там затупил ножи, но купил новые ножи. Сейчас я их покажу. Ну, вернее, новые ножи я уже на бур поставил, а старые ножи вот. Вот такие ножи. В прошлом году по 350 стоили, сейчас уже 470. Вот такие ножи. Я их с собой беру, буду брать на тот случай, если я буду в таком месте, где не знаю, что подо льдом, песок или вода. Буду их ставить, взял с собой отвертку, тут болты, все есть. То есть буду периодически их менять, если буду бурить в неизвестных мне местах. Значит, около ветки пробурил 1 лунку, там 2 лунку пробурил. Сейчас бинокль посмотрел, ну вроде сидят рыбаки тут вокруг. Особо никто ничего не таскает. Да, и я обещал рассказать про те мормышки, которые я сегодня буду опробовать. Давайте я их покажу. Здесь глубина большая. Ну, я так подозреваю, что около 15 метров. И сильное течение. Я не мог достать дна из-за того, что сильное течение. Так вот, я купил мормышки максимально тяжелые, которые только смог найти в магазине. Значит, вот она одна мормышка. Вот она. Я не знаю, сколько она весит, но она реально тяжелая. Ну, так приблизительно я не могу сказать. Ну, где-то, наверное, 15 грамм может. Ну, не взвешивал. На одной удочке вот. И на второй удочке тоже тяжелая мормышка. Вот она. Номер крючка тоже не могу сказать, сколько здесь. Но здесь больше 1 сантиметра. Может, не знаю, 12, наверное, 14. Так, и вот вторая мормышка. Ну, она уже полегче. Вот она. Тяжелая. Думаю, дно прощупаю вот этими 2 мормышками. Это самые тяжелые мормышки, которые я когда-либо ставил на удочки. И, как я говорил, они не простые, эти мормышки. Это мормышки с фосфорным напылением. Вот они. Здесь сейчас не видно. Фосфорное напыление здесь и здесь. Да, и поводки. Поводки я сделал длинные. На поводках
Смотрите, здесь такая вот маленькая мормышечка. Ну, видно, надеюсь. И она тоже вся сделана из такого материала фосфорисцирующего. Ну, фосфорное напыление. Ну, даже весь материал такой. Вот он. Так, ну это номер маленький. Тут, наверное, меньше 1 сантиметра. Так, и я еще решил опробовать сегодня. Не знаю, получится на него что-то поймать или нет. Вот такой вот шарик. Видите? Просто шарик и крючок. Почему я его взял? Потому что этот шарик выполнен полностью из фосфорного материала, и он в темноте очень сильно светится, ну прям как лампочка. Сильнее, чем мормышки на поводке, которая мормышка. Сейчас я их вот так положу, ну, надеюсь, видно. Один нюанс с этими мормышками связан с тем, что их периодически нужно заряжать. То есть они должны лежать на свету. Я провел эксперимент вчера вечером. Весь день я их продержал в коробке, убрал в коробку в сумке, то есть была полная темнота. И вечером я их достал, уже когда стемнело, без света, они не светились. То есть если они долгое время находятся в темноте, свет перестают накапливать, и они не светятся. Ну, то есть просто вот как обычные мормышки. Я, значит, их вечером достал, включил в комнате свет, буквально подержал на 1 минуту или 2, выключил свет, и они засветились прям как лампочки, загорелись. Вот прям, больше всего, конечно, вот этот шарик. Это просто, издалека видно такие, знаете, желтый. Вот шарик сильно светится, вот эта мормышка, они все светятся. И это светится, и вот это светится. Все они светятся. Я не знаю, насколько хватает заряда света, но я так думаю, 1 раз в час нужно доставать их из воды, чтобы они, как бы, так сказать, зарядились, то есть светом. Там достаточно 1 минуты. Я говорю, я включил свет, 1 минута, выключил свет, и они как лампочки горят. А утром сегодня, когда вставал на рыбалку, они уже не светились. То есть ночью темно, они уже не светились. То есть их вот нужно периодически заряжать. Так, ну что, я сейчас, вот она лунка, заряжаю, пока сейчас одну опущу сюда, вот с этим шариком, мне интересно. Я почему фосфорицирующий взял, потому что там темно под водой-то, и думаю, что рыбка, она все-таки реагирует на светящиеся предметы. В прошлый раз 2 рыбины я поймал исключительно на удочку, где был вот такой поводок фосфорицирующий. 2-я удочка, там обычный крючок был с блесенкой, ничего не было, поклевок. А вот на фосфорную 2 судачка клюнуло. Поэтому сегодня вот буду опробовать. Тут и тут. Они все светятся. Очень сильно светятся. Больше всего вот этот вот шарик. Так, сейчас, значит, сажаю тюльку, опускаю и буду рыбачить. Я думаю, что до обеда я поймаю как минимум 1 рыбку. Он там пробурил 2-ю лунку. Тоже сейчас опущу 2-ю удочку. В общем, как только 1-ю рыбку поймаю, делаю включение и показываю ее. Сегодня рыбачу вот на эти вот фосфорные мормышки. Впервые за 2 года сработал балансир. Смотрите, как это произошло. Вот он, балансир. И небольшой судачок. Балансир, по-моему, 5. Причем, знаете, как балансир стоял, а я расставлял удочки. 1 рукой я, наверное, не вытащу у тебя крючок. Нет, вытащил. Маленький судачок. Вот он. Так вот, балансир поставил, тюльку не требует, поэтому думаю, пускай стоит. И поставил вот этот вот балансир. А сам ушел. Вот он, видите? Вот такой балансир. На снегу видно будет его. Говорю, 5. А сам ушел, вон те удочки у меня стоят с тюлькой. И там хожу между теми 2 удочками. Вообще я на балансир, разочаровался сильно еще в прошлой зимой. Февраль, март, ни одной поклевки на балансир не было. Это балансир в феврале мне подарил 1 рыбак. 2 ратлинга и 1 балансир. У меня видеоролик в плейлисте есть. Называется «Зимняя рыбалка 2024. Неожиданный подарок воблеры».
Вот. Видео есть, можно посмотреть. Я там рассказывал про эти подарок, про этот вот замечательный. Так вот, смотрите, вот клюнул. Я его сейчас опускаю обратно. Этот балансирчик. Так, только у меня вот здесь вот как бы леска не запуталась. Так вот, я, значит, там с тюлькой те удочки дергаю. И думаю, дай-ка схожу сюда, проверю. Балансирчик подергаю. Пришел сюда. Раз. Бам. Удар. Достаю, и вот он. Так что работает. Знаете, чем хороши балансиры, ратлинги? Тем, что не требует тюльки. С тюлькой все-таки немножко заморочено, потому что клюет всегда на свежую тюльку. На старую тюльку клюет плохо. Я это знаю по опыту, когда с 95 по 2007 год мы рыбачили. Мы всегда покупали свежую тюльку. Ехали на рыбалку утром, в выходные, заезжали на проспект Победы, покупали свежую тюльку и шли рыбачить. Так вот, я по тем временам знаю, что у нас оставалась у меня тюлька прошлой недели, то есть одна неделя была тюльки, да, и мы ехали, останавливались на проспекте и покупали свежую тюльку. Так вот, я по опыту знаю, что ставишь старую тюльку, жалко выкидывать-то с прошлой недели, не клюет. Поставил свежую тюльку, бам, поклевка. Свежесть всего лишь одна неделя, а результат был налицо. Вот. Сейчас я тюльку покупаю раз в месяц. Вот я в начале января купил коробочку, когда она была поймана, фиг ее знает. И вот на нее хожу. И да, держу-то в морозильнике, но все равно, знаете, не свежая она, что говорить, не свежая тюлька. За свежей тюлькой надо ехать далеко. Вот, поэтому, возможно, еще поэтому поклевывает слабо. А вот с балансирами, с ратлингами проще. Не надо никакой тюльки. В любое место приехал, вообще в любое время, бам, опустил и, пожалуйста, рыбачишь. Поэтому тюлька у меня, ребятки, поймана, больше, чем месяц назад. Думаю, наверное, может, все 2 месяца. Где-то в декабре она, наверное, поймана. Да, игра, кстати, на балансире другая. На тюльку, когда рыбачишь, вот так плавненько надо. Так вот поднимать. На балансире другая игра. Вот так вот надо. Раз, наверх. Проводки разные. Раз, наверх. Вот такая игра у балансиров. Фосфорные мормышки пока молчат. 2 удочки. Удивительно, но течения почему-то нет. Или я просто не чувствую. С тяжелыми мормышками. Вообще без проблем опустились. Здесь 11 метров, там 12. Вот такая глубина здесь. А неделю назад я тут по 20 метров отматывал. Так, ну что, первая рыбка есть. Маленький, конечно, судачок, но хоть что-то. Буду рыбачить здесь, на этом месте. Посмотрим. С балансиром удобно. Поднял и перешел. А с тюлькой, если, например, переходить, ладно, сейчас тепло, а вот когда холодная, морозная погода, ты пока идешь до другой лунки, у тебя она все замерзнет, тюлька. В руке держишь, конечно, отогреваешь дыханием. Так, ну что, с почином. Правда, не на мормышке, а на балансирчик, но рыбка есть. Пойду те удочки сейчас проверять. Надеюсь, еще поймаю. Так, я, ребятки, сразу показываю, на что клюет.
Значит, пришел, ну вот только что на балансир вытащил, да, маленького. И пришел проверять тюльки. Значит, смотрите, ну вот где шарик, да, видите? Клюнула. Это уже судак, кстати, покрупнее. Да, вон у него зубы какие острые. Клюнул на нижнюю мормышку, смотрите как. Вот, видите? На нижнюю мормышку. Я сейчас тихонько достану, но у него уже кровь. Вот она мормышка. Это тюлька, видите? Все, он ее сожрал. Нижняя фосфористирующая мормышка, которая светится в темноте. И это светится, и это светится. Вот взял на нижнюю. Опять-таки, каким образом? Стоит, вот они у меня стоят, вот там стоит, и вот тут стоит. И постоянно дергать смысла нет. То есть сидеть и дергать. Поэтому я ставлю 3 удочки. Все, она отстоялась. Я ходил туда, сюда ходил. Через 10 минут примерно пришел, подергал. И вот, пожалуйста, вот такой вот судачок. Это уже покрупнее. Ну вот если сравнивать, ну, наверное, грамм на 200 потянет. Сейчас снова сюда насаживаю тюльку и опускаю. Там у меня лежит. Продолжаю рыбачить. Ну что же, похоже, рыбалка-то закончилась. Как я пришел, поймал те 2 рыбки 3 часа назад. Все, больше ни одной поклевки. И сегодня весь день идет дождь. +1 где-то, может +2. И идет даже это не снег, это дождь. Я одел плащ, он весь мокрый. Поклевок нет. Я выставил аж 4 удочки. У меня 3 удочки с тюлькой и 1 балансир. И ни одной поклевки. Вон там, ну тут везде примерно по 12 метров. Вон там дальняя удочка с тюлькой 12, вот там где бур балансир. Вот здесь сижу. И вон там около ветки 1 удочка. И больше поклевок не было. Рыбаки, которые тут сидели, все ушли, остался вон один единственный. А тут было около 10 человек. Подходил ко мне один рыбак, он сидел вот прям под самым островом на 11 метрах. Тоже на тюльку рыбачит, я его, поговорили с ним. Он утром где-то полдевятого, он сказал, поймал в одной лунке сразу подряд 2 маленьких судачков, и все, и больше поклевок не было у него. Он пришел вот тут посидел, потом вот там он чуть дальше посидел, и сейчас его уже нет, ушел совсем. Ну, видно, что не клюет, так же, как ни у кого не клюет. Так что все до обеда. И вообще я заметил, что после обеда, по-моему, после 2 часов, нет, в прошлом году я поймал 1 рыбку вечером, а так нет. Поэтому, похоже, рыбалка закончилась. Но я пока домой не планирую. Вот, еще 1 удочка. Вот они, мои 2 рыбки. А этот вот маленький-то это судачок. Маленький это судачок. Все кругом сыро, мокро. Дождь идет. Так, да, вот это судачок. А вот это, по-моему, знаете, это, по-моему, не судачок. Блин, он еще живой. Это, по-моему, бёрш. Это не судак. Ну, судя по полоскам, и у него вроде бы это морда тупая. Видите, окраска разная. Тоже я уже показывал в прошлый раз разницу. Давайте еще раз тоже покажу. Вот, видите, внизу судак. Окраска даже другая. Она, видите, такая как бы, ну, рябь. А у берша полосы. Берш это как бы гибрид, что ли, судак, смешанный с окунем. Вот. 2 рыбки. Мой улов. Так же, как в прошлый раз, вот на этом месте я поймал 2 рыбки. Так и вот сегодня тоже я на этом месте поймал 2 рыбки. Ну, я не знаю, побью я рекорд прошлой рыбалки или нет. 3-я будет или нет. Я сейчас буду сворачиваться.
сменю позицию. Пойду вон, где коса, туда вот под берег. Ну, ближе к берегу. Потому что мне осталось тут 2 часа. Через 2 часа стемнеет. Поэтому, чтоб я там поближе был. Периодически приходится вытаскивать мормышки. Ну, во-первых, проверяю, тюлька на месте или нет. Она на месте. И плюс заряжаются мормышки фосфорные. Как я говорил, надо раз в час хотя бы вытаскивать. Они перестают светиться просто. Ну, знаете, я вот сегодня утром говорил, что ну посмотрим, как они работают. Ну, а как их будешь проверять, эти фосфорные мормышки, если там рыбы нет? То есть это все равно, что в ванну опустить, да, фосфорную мормышку. И рассчитывать на то, что как она сработает, мормышка или нет. В ванной же нету рыбы. Так вот и здесь. Там подо льдом рыбы просто нет. Я в бинокль поглядывал, тоже ни у кого ничего не клевало. Вот тот этот мужик сидит, у него была поклевка, а он ее прозевал. Интересно так было смотреть, он сидел, то ли чай пил, то ли не знаю что. И потом бам, рванулся к удочке, дернул. Я в бинокль смотрю. Нет, что-то подергал. Нету. Начал вытаскивать, проверять. И все, и больше, по-моему, у него не было поклевки. Прозевал. Ну как он рванул, побежал к удочке. На стоячку вообще не берет. Вот все рыбы, что я сегодня поймал и в прошлый раз, только вот на дрочку берет. Стоячая удочка стоит, не берет. А вот подойдешь, динь-динь-динь-динь-динь. Если там рыба есть, клюнет. Но проблема в том, что рыбы нет. В этом проблема, что нет рыбы. Поэтому тут как бы без разницы, что балансир, что мормышка фосфорная с тюлькой. Если там ничего подо льдом пусто, о чем говорить. Ну ладно, я пока просто такое включение сделал. Небольшое. Показал вот эти рыбины, я их сейчас просто в пакет уберу. Больше уже не буду их снимать. За мной маркиз остров. Вот он. Ну, я буду сейчас отсюда уходить. Смотрите, на каком расстоянии стоят удочки. Каждая удочка где-то метров от другой метров 20. Тут 20, 40, 60. 60 метров. Ни одной поклевки. Соберу сейчас удочки и вот под остров схожу. Напоследок. Там уже я до конца досижу до 3 или до 4, а потом домой пойду. Здесь все закончилось. Посмотрим, может там клюнет. А здесь нет. Давайте вот так вот. Не буду себя показывать, потому что дует ветер. Я эту камеру, экшн-камеру отношу вперед, и ветер заглушает меня. Поэтому, смотрите пейзажи. Я хочу вот о чем сказать. Работают ли мормышки с фосфорным напылением? Да, работают. Вы сегодня видели, как я поймал на такую мормышку берша. А работают ли балансиры? Ответ: да, работают. Вы видели, опять-таки, сегодня поймал на балансир судачка. Ответить на вопрос, что лучше, балансир или мормышка, вот я поделюсь своим мнением, своим опытом. Если рыба есть, она клюнет. Хоть на балансир, хоть на мормышку, хоть на что угодно, если она есть. Если рыбы нет, то хоть какую снасть не ставь, если ее нет, то ничего и не клюнет. Я раньше ходил с этим балансиром в таких местах, вот там под берегом, где крупной рыбы-то и нету, там ловят ершей. И я опускал этот балансир и ничего на него не ловил. Думал, балансир не работает. Нет, дело не в том, что он не работает. Дело в том, что крупной рыбы нет, на которую вот этот балансир пойдет. А сейчас вот я на Волге поймал на него маленького судачка. Мелкую рыбу, я имею в виду там ерши, вот такая всякая мелочевка.
Поэтому, если рыба есть, клюнет. Хоть на что. Ну, понятно, на голый крючок не клюнет. Вот. Поэтому недостатки и преимущества есть как у мормышек, так и у балансиров. Ну, про балансир я сказал, какие преимущества, что там наживку не нужна. Но я всегда, когда хожу на берша и на судака, я всегда опускаю мормышки с тюльками. Потому что все-таки у мормышки с тюлькой, с насадкой, с наживкой есть преимущество в том, что помимо визуального эффекта еще и запах, и плюс еще и вкус. То есть рыба не только визуально видит, как со случаем с балансиром, да, но когда сидит наживка, тюлька, еще идет запах. Ну и если она ее скушала, там, не знаю, откусила, или вы ее не подсекли, она ее и скушала еще, то это еще и вкусовые, так скажем, пристрастия рыбы. Поэтому в этом случае мормышка с наживкой имеет преимущество. Помимо визуального эффекта, плюс еще и запах. Поэтому я всегда, когда прихожу, я всегда насаживаю тюльку, опускаю 2-3 удочки с мормышками, с наживкой. И по желанию, так не знаю, ну когда есть желание, я опускаю еще и балансир. Но с балансиром, видите, какое дело, настоящий балансир вряд ли рыба возьмет, его нужно все время дергать. С тюлькой, с наживкой были такие случаи давно, ну когда я еще с дедом рыбачил в 90-х годах, на стоячие брали, то есть я оставлял удочки, приходил, и там уже рыба сидела. То есть на стоячие удочки рыбу брала, но это было на Каме в районе Ташкирменского маяка, там рыбы очень много было, каждый день, ну каждую поездку у нас была там по меньше 15 бершей не привозили. Вот. А сейчас здесь вот все-таки даже на стоячую мормышку с наживкой рыба не берет, все равно дергать приходится. В общем, как бы преимущество есть и у балансира, не нужна наживка. Где ходишь, то есть если ты ищешь где-то что-то, удобно. Опустил, поднял, дальше прошел, опустил, поднял. С тюлькой такое не проканает, потому что когда мороз, она замерзнет. И нужно будет насаживать новую тюльку, если куда-то переходить, искать судака. Вот, а с балансиром не нужна наживка. Но я все-таки предпочитаю тюльку, повторюсь, все-таки и запах. И в 90-е годы я когда рыбачил, этих балансиров-то и не было, поэтому я как-то к ним так, знаете, скептически отношусь. Ну вот сегодня поймал. Ну что, я на этом буду видео заканчивать. Фосфорные мормышки работают, балансир работает, все нормально. 2 штучки я поймал. Ну, значит, так и должно быть. Мужчина около меня, который прошел, рыбак, да, он тоже 2 штучки поймал. Ну, видимо, так судьбе угодно, по 2 рыбки рыбаку. Идет дождь сегодня, плюсовая температура, все тает, весь день идет дождь. И вот смотрите, я сюда шел, да, и сейчас вот я, ну не знаю, наверное, видно будет на камеру. Видите, такие прогалины, темные пятна. Это снег уже растаял, это уже лужи на льду. Когда я шел, не было. Было, был 0 и снег, а это вот, видите, он уже растаял. По прогнозу вся следующая неделя будет плюс 2, плюс 3, и дождь будет идти. И я подозреваю, что к концу недели вот этот снег весь растает, и здесь будет море на льду. Я в марте прошлого года снимал такое видео, когда я пришел на Волгу, была плюсовая температура, весь снег растаял, и на льду было море. Ну реально море, ты идешь, и по воде ты идешь. Поэтому я подозреваю, что к концу этой следующей недели здесь тоже будет море. Поэтому не знаю, поеду я через неделю на рыбалку или нет. Вся следующая неделя, вот все 7 дней следующих, это будет плюс и дождь. Тут все растает. Так что, может быть, через 1,5 недели, не знаю, как оно получится, ну, нужна погода, нужен минус. Как только будет минус, 2 дня минусовая температура постоит, замерзнет, ну пусть каток будет, но, по крайней мере, не лужи. Тогда будет нормально. Сегодня было тепло, +1, +2, но вот этот вот неприятный дождь, это просто, я хорошо, плащ меня спасал, я в плаще был. Еще и ветер, и дождь, очень неприятно. Вот. Все.
Благодарю за внимание. 2 рыбки поймал. И следующее видео, ну, где-то, может быть, через 1,5 недели, не знаю, как погода позволит, так я выберусь. Вот так вот себя сниму напоследок. Ветер, наверное, дует. Плохо будет меня слышно. В общем, сегодняшний улов на мормышку бёрш и на балансир попался судачок. Это видео будет выгружено в YouTube на моем канале, в ВКонтакте на моей странице и, конечно же, на моем сайте photosoftnature.ru. Я там пишу отчеты, рассказы и фотографии выкладываю. Так что это видео будет там тоже выгружено. Ну и где-то через недельки 1,5, как погода позволит, снова сюда, снова на зимнюю рыбалку.